Умасима — крошечный остров, который находится примерно в 10 километрах севернее Кюсю. На протяжении многих десятилетий он считался своеобразным уникальным местом. Именно здесь сформировалась популяция бездомных кошек, которые жили почти самостоятельно. Рыбаки и туристы время от времени подкармливали их, а сами животные помогали сохранять баланс в экосистеме, уничтожая мышей и крыс. Со временем численность кошек стабилизировалась на уровне около 100 особей, и Умасима получил репутацию кошачьего острова или даже кошачьего рая. Люди приезжали сюда специально, чтобы увидеть необычное сообщество животных, вальяжно разгуливающих по деревянным настилам, старым рыбацким лодкам и пустым складам. Фотографы снимали кошек в естественных условиях, а туристы угощали их лакомствами. Казалось, что здесь животным живется легко и беззаботно, в стороне от проблем больших городов. Но в сентябре 2017 года ситуация резко изменилась. Сначала умерли лишь несколько животных, и это можно было бы принять за несчастный случай или случайное отравление. Однако вскоре смертность стала нарастать с пугающей скоростью. Всего за несколько недель популяция сократилась с 100 особей до менее чем 30. При этом смерть кошек сопровождалась тяжелыми симптомами. У животных наблюдались сильные судороги, из пасти шла пенистая жидкость, а общее состояние резко ухудшалось сразу после приема пищи. Все указывало на то, что смерть наступала быстро, но мучительно. Массовость и характер признаков позволяли усомниться в естественных причинах. Это уже не выглядело как обычная болезнь. К делу подключились зоозащитники из местных некоммерческих организаций. Они фиксировали каждую гибель, делали фотографии, проводили первичный осмотр тел животных. Волонтеры даже устраивали дежурство рядом с местами, где находили погибших кошек, чтобы собирать образцы еды, которую им предлагали. В результате удалось выявить подозрительный продукт — рыбу с неестественным синеватым оттенком. Эти куски не имели упаковки или маркировки, просто лежали прямо на земле. По запаху и внешне рыба казалась свежей, но при внимательном рассмотрении бросался в глаза странный окрас, словно она была обработана химикатами. Симптомы совпадали с моментами, когда кошки ели именно такую рыбу, и все указывало на массовое отравление. Активисты начали подозревать, что рыба была подброшена намеренно, чтобы ее съели животные. Но главный вопрос оставался открытым. Кто мог это сделать и с какой целью? И почему раньше подобного не происходило? В октябре 2019 года собранные волонтерами материалы передали в полицию Кюсю. На этом этапе начались официальные процедуры. Собирались показания свидетелей, проводились лабораторные исследования найденных образцов рыбы. Однако продвижение шло медленно. У следствия не было очевидцев. Экспертизы выполнялись долго, и прямых улик оказалось мало. Тем временем зоозащитники продолжали собственные расследования и поддерживали интерес к делу через СМИ. Они рассказывали о происходящем в социальных сетях, добивались публикаций в прессе и на телевидении. Появилась версия, что использовались не только стандартные яды против крыс, но и куда более сильные токсические вещества, поражающие организм через пищеварительную систему. Перелом наступил, когда журналист из газеты «Майничи» Шимбун провел собственное наблюдение. Он выяснил, что на остров периодически приезжает пожилой мужчина из Китакюсю и раскладывает рыбу, похожую на ту, что находили рядом с мертвыми кошками. Журналисту удалось застать его прямо на месте. Мужчина действительно разбрасывал куски рыбы. Образцы совпадали по характеристикам с ранее найденными. На допросе мужчина заявил, что он вовсе не собирался травить кошек. Его целью якобы были вороны, которых он считал вредителями. Возможно, у него на острове находились ульи или другое имущество, которое птицы портили, и он решил избавиться от них радикальным способом.
Однако экспертизы показали, примененный яд опасен не только для птиц, но и для млекопитающих. Именно поэтому погибли десятки кошек. В Японии действует закон о благополучии животных, который запрещает жестокое обращение, в том числе ненужное причинение страданий или смерти. Таким образом, действия мужчины подпадали под уголовные статьи, от нарушения экологической безопасности до умышленного убийства животных. История имела не только правовую, но и экологическую сторону. Кошки на острове выполняли важную функцию — регулировали численность грызунов. Их массовое уничтожение могло привести к вспышке популяции крыс и мышей, а значит, к угрозе для экосистемы, урожая и даже здоровья людей. После публикации журналистских расследований в СМИ и социальных сетях началась бурная реакция. В Twitter и Line развернулись дискуссии. Люди выражали возмущение и требовали наказания виновного. Обсуждались возможные меры компенсации за гибель животных, а также задержание подозреваемого на время судебного процесса. Многие пользователи высказывались за то, чтобы подобных людей лишали права содержать животных в будущем и накладывали серьезные ограничения. Все это стало сигналом. Японское общество уделяет все больше внимания вопросам защиты животных и этическому обращению с ними. Сегодня на Умасиме сохранилось лишь небольшое количество кошек. Зоозащитники ставят перед собой задачу — спасти оставшихся животных и обеспечить им безопасное будущее. Планируется их транспортировка на материк, размещение в приютах, стерилизация, вакцинация и помощь в адаптации к новым условиям. В префектуре Фукуока уже выделены места в приютах, готовых принять несколько десятков животных. Но процесс непростой. Необходимо отобрать здоровых особей, учесть их возраст, организовать перевозку и наблюдение. История Умасимы учит. Животные несут в нашу жизнь радость, но вместе с этим и ответственность. Если мы берем на себя заботу, будь это кормление бездомных кошек или поддержка диких существ, то должны отвечать за это не меньше, чем за отношения между людьми. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.